Мой распорядок: я поднимаюсь где-то в районе 5 утра сейчас. Иногда, когда дурное самочувствие, могу встать и в 6 утра уже. Прошу прощения. И пока там утро, то все, это все, знаете, не как раньше быстро. Джапа. Самсару я пою просто, когда вот одеваюсь, там что-то такое, я пою самсару. У меня там есть наверху изображение, там предлагаю благовония каждый день наверху. Там моя мастерская, где я планирую какие-то дела, например, книги некоторые. Некоторые книги требуют очень хороших иллюстраций, большой работы. Например, детские книги требуют очень красивых иллюстраций. Вот. Какие-то книги не требуют моих иллюстраций, но требуют погружения в размышление глубокое. Также я там слушаю лекции, читаю книги. Я не готовлюсь никогда к лекциям, просто читаю что-то. Сейчас вы заметили мой стиль лекции, это просто по комментариям Прабхупады, по строчке, там, по абзацу. Я сейчас не даю такие лекции, как правило. Мне интересно. Интересно именно комментарии Прабхупады. Все больше и больше с этим интересом живу. Я понял свою миссию, свою личную миссию в том, чтобы читать эти книги под лупой. Так мне было. Под увеличительным стеклом, так сказать, разбираюсь подробно. И там, конечно, целый духовный мир, если к этому отнестись внимательно. И этого достаточно и для меня, и для моих учеников. Ничего не хочется выдумывать. Это все пустое. Все уже есть. Нужно раскрывать просто эти вещи ближе к практике. Что еще? Утром я съедаю фрукты, некоторое количество, сок фруктовый и фрукты. В час обед, наедаюсь вот так вот, и все. Вечером, если я в обед не наелся, могу что-то там ухватить тайком, никого нет. Если наелся, в этом нет необходимости, то есть раз в день такой пищи достаточно мне сейчас. Утром фрукты, день полноценный опять, все. Очень хорошо для меня сейчас. Вам нужно 2-3 раза в день, мне кажется, поесть. Значит, вы здоровы, все хорошо. Здоровье проверяется так, не столько, сколько человек съедает, а как переваривает пищу. Если вы ходите по-большому раз в сутки, вы здоровы, Прабхупада говорит. Если дважды, вы переедаете. Если трижды, вы больной человек. Вот это один из критериев. Пищеварение как бы отвечает за все остальные функции. Вот. Также важна нервная система. Что мне угрожает? Мне больше угрожает нервная система, чем что бы то ни было. Вот тут мне нужно быть внимательным, осторожным. Вот. Мне угрожает это в недалеком будущем. Может такое случиться. Это нервные какие-то потрясения. Но оно и не мудрено, это понятно. Так и должно быть. Это не только мне угрожает, всем, кто несет ответственность какую-то за людей, конечно же. Нервы главные. Поэтому я прошу своих учеников писать мне письма об экстазе. Не о проблемах, а об экстазе. Ну и, конечно, когда уже экстаза никакого нет, и только проблемы, да, можно написать через секретариат, которые эмоции отбросят, там мне дадут суть проблемы. Я могу что-то сказать, ответить или встретиться с человеком. Вот. Материальные проблемы меня не затрагивают, честно говоря, не затрагивает. Духовные проблемы преданных. Материальные проблемы меня никак не затрагивают. Что-то у вас в материальной жизни — это не проблема. Все пройдет. И печаль, и радость. Это не так важно. Важна ваша стойкость. Если вы слабы духовно, это проблема. Это проблема. Печально.
Не будьте слабыми. Знаете, слабость — это тоже наш выбор. Не жалуйтесь на жизнь, пожалуйста. Берите эту привычку. Живите той жизнью, которая вам дана, ну и служите Кришне. Развейте в себе этот вкус к служению Кришне. В этом счастье. Даже в жизни, если не очень хорошо все складывается, вы в счастье, в служении найдете. Если захотите. Если захотите. Обязательно найдете. Если не захотите, будет возня. То жалобы, то еще что-нибудь, то хочется, то вот я остаюсь на Кришне, то уже не хочется. То есть вера, то нет веры, то кто-то что-то сказал, я переживаю, кто-то что-то сказал. Почему так, Гуру Махарадж? Не кто-то что-то сказал, читайте книги Прабхупады. Этого достаточно. Не надо слушать, кто что сказал, если вас тревожит. Вот источник знания. Потом мне еще должно быть время для общаться с дочерью. Ругаться с женой тоже нужно время уделить, так? Каждый день, знаешь, как-то там столкнуться, посражаться тоже. Иначе какой смысл жить в семейной жизни, так? У нас это превратилось в игры. Если раньше мы так по-настоящему, а сейчас просто игра какая-то. Понятно, что уже ложное эго никому не нужно, ни мне, ни ей. Время очищает, конечно. Ну и тут много, видите, дел, вот это же все Гуру-Чандика. Не только, нету. Тут сейчас передо мной вышел, он его сейчас не смог слушать. Это гениальный человек, очень простой. Он так философски не очень складно говорит, но он гений в практике во всех отношениях. Любую область возьмите, он в совершенстве все делает. Один такой человек, смотрите, что творит вокруг. Ну, плюс моя жена, конечно. Я ей раньше всегда говорил, ты мыслишь как миллионер. У нас никогда денег не было. Но она мыслила всегда как миллионер, а я как нищий мыслил. Поэтому я остаюсь нищим всю жизнь. Она делает миллионы проекты, видите. Это для Кришны, для преданных все мы делаем, конечно, чтобы оставить что-то после себя. Надо что-то оставить после себя. Не только обездоленных учеников, но что-то оставить. Прабхупада оставил храмы, Искон, там Гурукулы, он ничего с собой не взял, видите, никому не присвоил ничего. Ну, мы тоже хотим по стопам Прабхупады как-то что-то сделать. Пусть будут эти проекты. Посмотрим, ну, мы это делаем в Казахстане. Это можно делать где угодно. Нужно делать проекты привлекательные. Читайте 11-ю песню Шримад Бхагаватам. Там написано, как делать такие проекты, что мы должны делать. Строить храмы, цветники, парки, сады. Это все нужно делать в служении Кришне, для Кришны. Мы должны устраивать очень красиво все духовные проекты. С очень высоким вкусом. Никакой тамагуны, чтобы не было. Чтобы люди приходили и видели, что это культура. И не просто культура, великая культура. Чтобы любой человек социального уровня мог прийти и сказать, да, это движение стоит того. Прабхупада так хотел, чтобы это выглядело все аристократически красиво. В то же время просто и в сознании Кришны. Главное содержание. Вот, поэтому, ну вот такая вот занятость у нас здесь. И также есть какие-то организаторские вещи, GBC, встречи еженедельные, онлайн у нас. Мы участвуем там. Я с переводчиком, что я английский язык не знаю хорошо. Меня знают. Я единственный GBC в мире, который не знает английский язык. По закону таких людей GBC в состав не вводят. Но я не знаю, как это оказалось. Это просто, ну как бы, случайность в моей жизни. Так, это о моей садхане, да? Ну, 16 кругов минимум, 4 принципа каждый день.
регулирующих. Ну и все. Все как обычно. Нормально так пойдет? Или вы что-то ждете еще? А как часто вы пишете письма своему гуру Махараджу? Не пишу писем. Мои ученики пишут ему отчеты. Я иногда встречаюсь с ним. Ну, регулярно мы встречались 2 раза в год обычно, когда я приезжал в Индию. Всегда мы встречались, всегда, конечно, получал даршан. Вот. Он меня, конечно, сразу замечает, потому что, ну как, он дал мне вот приказ принимать учеников. Дикшу. Не знаю, как это получилось, потому что сначала не было об этом речи, потом вдруг сказал принимать учеников, вдруг сам сказал об этом. То есть как-то он изучал меня, значит. Вот, что еще? Да, вопросы иногда задаю ему, какие-то сложные для меня, он дает всегда ответы потрясающие тоже для меня. Я этим живу. У меня нет много вопросов, потому что у меня много занятости. Вот я просто его голос услышу, и мне достаточно даже получить какой-то ответ от его умонастроения. Даже не конкретный ответ философский, а умонастроение важно.